Друзья, King 1 TV Box, сертифицированный с Netflix, со всеми этими плюшками сертификации 4/32, с крутым Wi-Fi 6, однако с LAN на 100 мегабит. Но при этом это хороший TV Box, хорошей формулой памяти, хорошего качества, с iMlogic S905X4J процессором, с Dolby Vision и 5.1 звуком. Короче, ребят, на канале Технозон краткий обзор обновления на Android TV 14. Да, действительно, он получил обновление на Android TV 14, и это прям очень порадовало. Так что на канале Технозон поехали. Слушайте, откладываем. Мы сейчас с вами на Алиэкспрессе. Цена $58 на текущий момент. Я вам скажу, очень хорошая цена, прям вот сладенькая такая. И у нас есть основные характеристики. Это iMlogic, как я уже говорил, X4J процессор, Mali G31 MPU, GPU, Wi-Fi 6. И при этом у нас DDR4 память стоит с Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HDR, HDR10 Plus и Dolby Vision. Сразу говорю по звуку, никакого атмоса, ничего не появилось. Все по-старому, как было, там ограничение DD+, так оно и есть. Dolby Vision тоже только 5-8 профиль. Есть, конечно же, Chromecast. Но вот эти все фишки, они проверяются в основном обзоре. То есть, как бы сейчас у нас есть смысл только лишь посмотреть, что оно обновилось, и не испорчены основные функции. Вот это вот немаловажный аспект. Ссылки на King, на проверенного продавца, лежат в описании под видео. Также подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. Ну и если вы, допустим, живете в Украине, не знаете, где купить стриминговые сервисы официально все украинские, то, пожалуйста, сканируем QR-кодик, и будет вам счастье. Вот можете, в принципе, там купить, либо в описании под видео ссылка, как в принципе есть ссылочка у нас на крутые ТВ-боксы, кстати, на сертифицированные, с акцией от канала Технозон, с удвоением пополнения одного очень классного стримингового сервиса. Поэтому тоже ссылка в описании под видео, либо сканируем вот этот вот QR-кодик, там все есть. Ну а мы с вами переходим на сам по себе TV-бокс. Пожалуйста, классический Android TV 14, ничего такого здесь не поменяли. Само собой, с голосом беда, это я сразу всех предупреждаю. И сразу начнем именно с сетевых возможностей, потому что они меня немножко удивили. Сейчас мы с вами, просто обновление аналитики, хотя обновления нет, уже задолбали, если честно. Сейчас мы с вами тестируем, и вот попробуйте угадать какой-то интернет. Это 2,4 ГГц. В 2,4 он показывает 148-149 мегабит. Это очень-очень-очень неплохо, я вам скажу. Это прям вот топово. Вот прям вот топово. 150/140. Вообще отлично. Теперь включаем с вами Wi-Fi 5 ГГц. Вот он, пожалуйста, подключится. Пробуем тот же самый тест, спид-тест. И получаем почти 600 мегабит. Ну, сейчас будет больше 500 однозначно, больше даже 550 на загрузку. Это Wi-Fi 5 ГГц. Тут вообще вопросов нет. Тут все красивенько, все тупо классно. Вот мне очень сильно понравилось, как работает Wi-Fi 5 ГГц. Тут вообще без вопросов. LAN RJ45 сейчас мы тоже включим обязательно. Из того, что я обычно проверяю, это вот основные сертификаты. YouTube, именно имеется в виду YouTube, почему мне нужен. И, допустим, основной сертификат Netflix для того, чтобы проверить, есть ли у нас проблемы с адаптивом, с автофреймрейтом. Смотрите, у нас сейчас подключение Ethernet, но тут уж не больше 100 мегабит. Если бы было 1000 мегабит, вообще бы он разорвал бы всех, я вам серьезно говорю. Вот прям совсем-совсем всех. Было бы очень красиво. И вот, пожалуйста, 94/94 плюс служебный трафик, чистая сотка. Тут вопросов нет. По основным сертификатам, которые у нас есть, бренд King, как мы видим, пожалуйста, Google Widevine L1, DRM L1, ECNC ClearK поддерживается и Microsoft PlayReady DRM, все отлично. По поводу Netflix, ну и подобных вещей, то есть мы должны с вами посмотреть в максимальном сертификате. Это у нас 4К Dolby Vision, 5.1 звук, вы видите сейчас вставочку, 5.1 звук не Atmos, потому что здесь Атмоса нет как такового. По ютубчику. Почему важен сейчас YouTube? Потому что вот вы тоже видите вставочку. 4К, HDR и HLG работают идеально, все переключается, все супер. И VP9, и AV1 ничего не поломано. И тут уж, если говорить про переключение, то, конечно же, если мы пойдем в настройки устройства и экран, то мы увидим, что у нас наконец-то есть полноценный, ну, во-первых, автофреймрейт, хотя нет QMS, это вот, который без переключения в
черного автофреймрейт на поддерживаемых телевизорах. Но у нас есть, например, давайте вот смотрите в расширенной настройке экрана, у нас есть предпочтительный динамический диапазон, то есть он использует динамический диапазон контента. Супер вариант, то есть теперь и HDR, и Dolby Vision переключается, все правильно, все отлично. По поводу других видов контента, например, стриминговые сервисы, ну, по крайней мере, все наши украинские работают идеально, и, допустим, не совсем стандартные формы воспроизведения работают без ограничения и без проблем. Само собой, с голосовым поиском, как мы уже поняли, беда, и вот если посмотреть AIDA 64, то это действительно у нас 14 Android, сеточку мы уже проверили, за отображение отвечает Mali G31, и у нас интерфейс в 4К, центральный процессор все тот же 4-ядерный Cortex A55 по 2 ГГц, как и сама платформа 4х32, это SDMC Kinghang G1. Ничего нестандартного, ничего нового, то есть все абсолютно рабочее. Я вам скажу так, мы долго тестировали, долго проверяли, все отлично работает. Обнову мы можем рекомендовать. Если не знаете, как обновиться, то, пожалуйста, пишите в описании, в описании под видео есть ссылочка, вернее не ссылочка, а адрес электронной почты, пишите туда запрос на обнову на английском языке, плюс пишите серийный номер вашего ТВ-бокса. Во всем остальном я вам скажу, рекомендую, ТВ-бокс классный, а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.